Всем привет! С вами Алиса. Я делюсь своей простой семейной жизнью в Бангкоке не как турист, а как человек, который переехал сюда более 3 лет. Показываю свои обычные будни, свои простые какие-то бытовые житейские дела. Снимаю природу, вдохновляюсь красотой этого большого, огромного, шумного мегаполиса, которые для многих ассоциируются с каким-то вечным движем, тусовками, с чем-то запрещенным. Но мой Бангкок, он немножечко другой. Не знаю, почему-то я его почувствовала именно таким. Может быть, потому что это то, что мне близко, такое тепло, уют. Поэтому вот именно таким Бангкоком мне хочется с вами делиться. Не знаю, кстати, насколько это вообще может быть актуально. Мне кажется, это даже немного может диссонировать у кого-то в голове, потому что это немножечко не такой Бангкок, каким мы его привыкли видеть, потому что все видео про Бангкок начинаются, как правило, с хайповых заголовков о том, что меня тут удивило, какое тут все вау, модное. Ну вот я не про это немножечко, я вот именно про такой теплый, уютный, располагающий город, где очень вежливые, приветливые люди. И я это все настолько люблю, я этим настолько прониклась. И именно вот это все мне и хочется вам показывать и передавать. Всю эту атмосферу этого большого, приветливого, дружелюбного города. Не знаю, насколько мне удается. Интересно будет почитать ваше мнение о моем таком творчестве. Мы сегодня хотим поехать прогуляться. Поедем в торговый центр Icon Siam. Я заметила, что я столько лет живу в Бангкоке, а я в этом торговом центре была дважды, может быть, трижды. В общем, решили поехать сдать тапки. До этого купили в Adidas тапки, они оказались неподходящего размера. Курьер почему-то не приезжает, их не забирает. И тут такая система, что можно самим отвезти тапки в любой удобный магазин. Ну и мы решили поехать в Icon Siam, потому что там давно не были. Заодно прогуляемся, просто отдохнем немножечко, может быть, попьем кофе, зайдем куда-нибудь покушаем рамен, например. Поняли, что соскучились по нему. Еще нам нужно купить гладильную доску. Оказывается, что нам она нужна, и у нас есть такие вещи, которые мы не носим только лишь потому, что их нужно гладить, а гладить лень. И вот у меня тоже пару рубашек висит в шкафу, и мне так неохота их гладить, потому что нет гладильной доски, это все неудобно, а доску как бы и хранить негде. Но только ставить, если куда-то за дверь, но это тоже неудобно. У нас, например, вот тут за дверью стоит пылесос. Ну, можно сюда же вот ставить доску, но я не люблю, когда вот так вот нагромождено все, и когда типа это спрятано, но по факту не спрятано. Ты дверь закроешь, а у тебя тут будет выставочный ряд экспонатов. Me down again. I'm so in love with you. You got me down again. При въезде на паркинг тебе дают такой парковочный билетик, и если вы совершаете какие-то траты в магазине, да даже просто заехали покушать, там можно поставить штампик на него, и парковка будет бесплатна. Но обычно пару часов и так парковка бесплатная,
Вот здесь, по-моему, 3 часа. Тут в Таиланде, когда нет парковочного места, вполне нормой считается оставлять машины вот так вот поперек других машин, скажем так, с запасиком, чтобы их можно было отодвинуть, переместить и выехать, например. Оставляют машины на нейтралке, и если ты оказался заблокирован, то просто подходишь, толкаешь руками машину, отодвигаешь и выезжаешь. Но единственное, в аэропорту мы как-то видели такие машины, видимо, там не очень их аккуратно толкают. И вот можно встретить, что по 5 машин в ряд просто друг к дружечке притертые стоят. Но вот сегодня вся парковка забитая. Этот торговый центр достаточно старый, поэтому он не рассчитан на такую нагрузку автомобилей. И поэтому вот мы кружим и не можем встать, не можем найти место. Вот, мы, получается, припарковались, и security сейчас поставил машину, то есть заблокировал нам выезд. You got me down again. Закрыто? Айкон Сиам – это символ нового Бангкока, но даже здесь город не забывает свои корни. И здесь особенно чувствуется контраст. Снаружи это ультрасовременный мегаполис, а внутри традиции, которые живут уже много десятилетий. Пообедать мы решили в ресторанчике Хуа Сен Хонг. Это ресторан, который давно стал частью гастрономической культуры Бангкока. Место, где современный Таиланд встречается со старой китайской тайской кухней.
Поэтому мы решили взять классику. Рис – это уточка, да, наверное? Да. Roast duck over rice – это утка с тонкой хрустящей курочкой, сладковатым соусом и рисом, пропитанным ароматными специями и запеченным мясом. А еще сяо лонг бао – это традиционные китайские пельмени с горячим бульоном внутри. Конечно, бы палочку. Да, вот я тоже палочкой бы хотела. Именно через такие места лучше всего ощущается настоящий Бангкок. Современный, шумный и при этом бережно хранящий свои традиции. Магнолия наша любименькая. Когда только переехали в Бангкок, жили в отеле Магнолия Рачидамли. Это самый центр Бангкока, рядом с торговым центром Central World. Мы тут подсели на банановые милкшейки, но готовим их без мороженого, чтобы хоть как-то сократить количество калорий и тем самым тешить себя, что не такую калорийную бомбу я съедаю. И мы их делаем из банана, молока безлактозного и добавляю на 1 стакан 6-7 кубиков льда. Получается настолько вкусно и экономно. В последнее время мы как-то стараемся держать на контроле количество потребляемых сладостей, потому что, знаете, вот так вот стоит расслабиться, и потом незаметно не влазишь в свои джинсы или в какую-то другую одежду. Поэтому я ограничила количество потребления сладкого в день до 1. Вот, или это 1 конфетка, или это пару фиников с чаем, или вот милкшейк. По крайней мере, мне кажется, это более полезным, и радости это мне приносит больше, чем та же самая конфетка. Вот такие бананчики маленькие. В Таиланде очень часто в милкшейки и смузи добавляют кремер. Это такой аналог сгущенки. Я же не люблю, когда сильно сладкие напитки, и вы можете его заметить. Он такой, как молочко густое, кремового цвета. И очень часто, конечно же, добавляется усилитель вкуса, но самое неприятное, чем грешат особенно бюджетные заведения, они могут использовать лед из воды, непригодной для питья. Поэтому в этом плане нужно быть аккуратными, когда вы покупаете напитки. Кстати, наверное, будет классно добавить малину в мой милкшейк. Попробую в следующий раз так сделать. Заезжали в магазин, в Гурмет, и купили вот такие орешки в шоколаде, это миндаль, и грибочки в шоколаде. Может быть, кто помнит, такого формата грибочки продавались в России еще лет
20, наверное, назад. И вот сейчас их сын любит, мы поэтому купили. И вот такой миндаль в шоколаде, мы попробовали его в Японии и просто остались в восторге. А его фишка в том, что это не просто, качественный, да, шоколад, он с кофейным вкусом. Очень вкусно. Если вам такой попадется в Таиланде, обязательно возьмите. 100 бат.